Сегодня в ролике вы узнаете, как взламывают каналы блогеров, как пытались взломать меня, что им удалось получить и сколько денег они попросили. Ты ж не проотвеченный парень, правильно? Ты ж себя считаешь мужиком. Ты с Украины, что ли? Мы посмотрим, какой вирус мошенник пытался подкинуть, как мне удалось с ним выйти на связь и что он сказал. С вами ЕВГ, сейчас будет интересно. Все началось с того, что на почту пришло вот такое вот сообщение, мол, здравствуйте, я представляю компанию Marshall, производителя аудиотехники, и занимаю должность PR-менеджера. Мы рассматриваем возможность сотрудничества с вашим YouTube-каналом. Ну, Marshall. Че, и Marshall, да, классная контора по наушникам, там, колонкам, усилителям и прочей аппаратуре. Почему бы и не посотрудничать и не порекламировать у них чего-нибудь, да? Тем более сейчас с рекламодателями серьезная напряженка, а партнерки нет вообще. Ну, у меня ее, например, отключили так, что даже нет монеток на роликах. Ну че, ну им ответили, да, предложили статистику и еще другие каналы. Короче, все как полагается. Барыги, на удивление, нормально общались, вроде как даже реалистично. Написали, что начальство согласовало цену, и они готовы сделать предоплату до выхода. И даже у них есть уже для работы подробное ТЗ, промо-ролик и небольшой договор о показании услуг. А потом они присылают ссылку на GitHub. GitHub — это хостинг для хранения и работы над IT-проектами. Программисты там, знаете, что-нибудь пишут совместно или какой-нибудь умелец программку выкладывает, потом все ее используют, там дописывают, переделывают, типа там так вот код исходный открывается. Но максимально странно видеть, что через GitHub отправляют техзадания для блогера. Там ведь, ну, типа, просто текст, обычно это облачный, там, Google Doc, а файлы вообще присылают там на простом Google Яндекс.Диске. Я даже не знаю, где бы я сейчас был со всем вот этим стрессом от съемок. Постоянно кто-то хочет тебя взломать, это ведь не первый раз уже все происходит. Какие-то мошенники, конторы, это все эмоционально непросто. Но спасибо, что существует психотерапия, и благодаря ей вы меня видите тут таким, какой я есть. И зря многие недооценивают важность психологического здоровья и не считают с ним. Это так же важно, как и физическое здоровье. Вот я по своему опыту скажу, что терапия помогла мне решить сложные отношения с родителями и научиться принимать окружающих людей такими, какие они есть. Без токсичности и каких-то там ожиданий от них. А своего специалиста я нашел на Ясно, сервисе по подбору консультаций с психотерапевтами. Первый и самый крупный сервис в России и Европе. Они существуют с 2017 года и провели уже более 1,5 миллиона сессий. А для специалистов, что там работают, это еще и крупнейшее терапевтическое сообщество. Обмен опытом помогает более гибко видеть каждую ситуацию. При регистрации ты заполняешь подробную анкету, где обозначаешь, что тебе нужно обсудить, и на основании ответов сервис подберет максимально подходящих специалистов, которые работают именно с твоими запросами. И абы кто с месячными курсами психолога туда попасть не сможет. Ясно проводит тщательный отбор, у всех кандидатов проверяются дипломы и средний стаж работы специалистов около 8 лет. А у многих терапевтов есть видеовизитка, в которой видно, как он говорит, как работает и что для него важно. Так гораздо проще выбрать и назначить сессию. А провести ее можно с любого устройства, с компьютера или с телефона, где и когда удобно, в одиночку или парой, в любое удобное время. На первую сессию я вам дам промокод ЕВГ со скидкой 20%. Введите его при регистрации по ссылке в описании. И если вот этот вот мой совет окажется кому-то полезен, хоть кому-то, хоть одному из вас, все было уже не зря, я буду рад. Так вот, это письмо еще показалось странным, потому что оно написано с какой-то левой почты. Плюс они очень быстро согласовали цены, ну а в жизни так не бывает. Да еще и ссылку на GitHub прислали. Страница на GitHub выглядит вот так, она публичная, да, и начинается с файла readme для рекламных партнеров. Marshall Amplification – британская компания, которая разрабатывает и производит музыкальные усилители, акустические кабинеты, бренды персональных наушников и наушников, звукозаписывающий лейбл и, после приобретения Natal Drums, барабаны и кальяны. Одноклеточный мозг писал это в надежде, что никто не станет читать. Дебик, блин, ты должен работу свою делать не палясь. Ты одноклеточный, блин, выдаешь себя вот просто вообще на каждом шагу. Но он один из лучших, кто писал вообще-то. Обычно много так пишет, но это просто один из лучших. Дальше написано, что эта страница предназначена для партнеров Marshall. Материалы не могут быть переданы третьим лицам, не являющимися партнерами. Ну ладно, я тут уже не буду душнить и говорить, что это все полный бред. До подписания договора мы как бы никто, и ну смысл этого еще надписи. Серьезные дяди, короче, так не делают, и я просто скачаю архивчик, что они там предлагают. Страничка, кстати, создана всего 4 дня назад. Внутри архива мы видим техническое задание, договор об оказании
оказания рекламных услуг, правила сотрудничества и промо-видео для интеграции. Ну, ничего необычного, да? Но тот самый обещанный небольшой договор об оказании рекламных услуг весит больше гигабайта и имеет расширение SCR, то есть это исполняемый скрипт. Причем его еще не так и просто заметить. В спешке можно запустить его не глядя, а потом уже разгребать проблемы. Да, ведь стоит его открыть, и у тебя на компе запускается какой-то неизвестный процесс. Скорее всего, это будет вирус или удаленный доступ, а может вообще какой-нибудь там полный сжиратель файлов, кто знает. Может у тебя комп просто сгорит вот так вот. Я отправил весь архив на проверку в Касперский, залил на вирус Total, на вирус Scan и стал ждать результатов. Екатерина, странный сам файл договора, похож на вирус. Можете сюда его скинуть без всяких архивов? Андрей, о каком вирусе идет речь? Этот формат является методом шифрования. Все файлы нашей команды программистов зашифрованы, чтобы защитить конфиденциальную информацию. При открытии файла вам откроется обычный PDF, Word, видеодокумент. Плюс компания следует политике безопасности файлов, поэтому мы можем отправить файл только в архиве. Все это замечательно, но у договора о расширении не PDF, Word, видео, а SCR. Вот о таком вирусе и идет речь. Есть что по этому поводу сказать? А сказать кидали нечего. Ну и они просто слились, блин, затупки. Они даже скамить нормально не могут. Они просто вот с простого вопроса выкрутиться не смогли. Примечательно, что моему знакомому с маленьким каналом на ютубе тоже писали по поводу рекламы. А не один ли это с коммерсантом, а? Знакомому написали ВКонтакте, тоже представились менеджерами и предложили на канале Техзон выпустить интеграцию на 30 секунд всего за 5000 рублей. Сейчас на этом канале уже больше 3 миллионов подписчиков, и реклама там, ну, явно не стоит 5000. Но чела это не смутило, он просто видел маленькие просмотры на видосах, и он в переписке еще даже торговался, хотел гарантированных подписчиков, но по итогу все-таки перекинул деньги, да, его уломали, и он оказался ни с чем. Они там сослались потом на внутренние разборки свои, мол, типа редактор хочет еще денег, и сразу, и еще больше. А чел просто с ними ругался и хотел возврата. Так эти барыги, видя, что челик не понимает, что его разводят с нескольких аккаунтов, представляя, с разными людьми, раскручивали его как могли, чтобы он уже заплатил. Ну, чтобы уж они точно выпустили рекламку. По итогу они разосрались, и он остался ни с чем. Ладно, маленький, давай, я тебе уже все объяснил, а там дальше думай сам. Честно, я таких облаёбов еще не видел, как бы ты первый, поэтому вот с тобой надо так поступать, собственно. Я тебе сказал, как бы. Что-то бахает на улице. Не желаете ли бисквитом перекусить? Я связался с админом паблика Техзон, и оказалось, что они вообще не продают никакие рекламные интеграции. Пояснил, значит, челу, что это просто левые барыги представляются, типа, блогером, и сам списался со скамером. Ну, по общению заметно, что он быдла, но мне удалось его раскрутить на поговорить в скайпе. Он даже запросил деньги, аж целых 3000 рублей. Будет стоить мое общение с интриганом дешевым. Ну чё, дешевый интриган перевел ему деньги на WebMoney, но не просто перевел как лох, чтобы он мог с ними потеряться, а защитил их кодом протекции, который он получит только в скайпе. Здорово, Техзон. Привет, говорю, да, куда ты? Давай поговорим сначала. Не, сначала не будет разговора, сначала ты говоришь код. Ага, а потом ты отключаешься и все, да, типа давай пока. Нет, зачем? Зачем? Без проблем поговорю с тобой. Ну а я без проблем тебе код отправлю. Ну так давай, Слушай, сейчас так- отправляй. Ну так давай поговорим Ну так сначала. это что, ты клоун, да, последний получается? А к тебе вообще ж никакого доверия нет. Ну так а к тебе какое доверие может быть? Я тебе деньги перевел, что ты еще хочешь-то? Ты с Украины, что ли? Ты захотел поговорить? Пару вопросов я тебе задам, и все. Вопросы будут потом. Сначала ты говоришь код, ты ж не проотвеченный парень, правильно? Ну, мужик, типа себя считаешь мужиком. Давай, нет, ну, надо отвечать за разговор свой. Ты ж написал там. После разговора. Ну, вот ты считаешь, ты вот это сейчас продухарился, мне там скинул код протекции, я считаешь, ну, буду сейчас с тобой что-то решать или что? Мне все равно, в принципе. Не хочешь разговаривать, до свидания, Вася. Я тебе сейчас Выбирай. сообщу код, ты отключишься и все, и ничего не будет. Да не буду, я тебе говорю, я даю слово, что я не... Слушай, так я не верю твоему слову. Твоя работа это на... Господи, ну. Без проблем.
Твоя же работа Ну не это... веришь, иди боди, блядь. Ты мне что ли хочешь там что-то сказать? Тут ты потерялся. Ну, короче, мы так и не смогли договориться, но его голос из скайпа и из голосовых показывает, что это один и тот же человек. Кидал это он как приблотненный. Да ты шо, да я вам такой вот, слышишь, ты наш. Ну, значит, что там у нас по поводу вируса, что мы получили? Ни одна из площадок, куда бы я его заливал, ничего страшного не показала. Они не выявили ни ратника, ни трояна, ничего. И поэтому я обратился к Игорю с канала Недохакеры Лайт. Его кто-то, кстати, из вас посоветовал в комментах, а я вашу помощь ценю, все комменты читаю, так что спасибо, ребята. Так вот, что сказал Игорь насчет этого скрипта. На своем канале я обычно проверяю различных мошенников с Ютуба, которые предлагают вам скачать что-то бесплатно, но на самом деле скидывают вирусы и крадут у вас данные. Мне написал ЕВГ, попросил разобрать программку, естественно, я согласился ему помочь. Вас явно уже ввели в курс дела, рассказали, кто и как написал, я же буду проверять конкретно файлы. Есть архивчик, который можно было скачать с GitHub. К сожалению, на данный момент они уже заблокировали свой GitHub. У меня специальный компьютер, на котором я буду все проверять. Вы ни в коем случае не повторяйте за мной, потому что это опасно для вашей системы. У меня все защиты сняты, никаких антивирусников нету, поэтому я спокойно достаю файлы и моя система никак на это не жалуется. При разархивации произошла небольшая затупка, потому что, как мы видим, сжатый файл 35 мегабайт, но якобы настоящий должен весить 1,5 гигабайта. Это сделано специально, чтобы ни один антивирусник в интернете, но имеется в виду вирус Total, какие-то Google защитники при скачке, не проверяли данный файл, потому что у них есть ограничение до 700 мегабайт. И как мы понимаем, вот именно этот файл и является вредоносным. Остальные вообще ничего не несут, здесь какие-то тексты. Как мы видим, в названии у него написано docs, но если сделать вид расширенные имена и файлов, можно нажать и увидеть, что это SCR, что означает скриптовый файл. При открытии данного файла будут происходить некоторые скрипты, которые как раз таки на вашей системе произведут мошенничество. Для проверок мошенников я обычно использую программку Uninstall Tool, она показывает, куда и что устанавливается. Я открыл данный файл, как вы видите, ничего не произошло, но действия идут. Создаются процессы CMD, в котором прописывается conhost и IP-config. IP-config на вашем компьютере делает так, чтобы сбить VPN, для того, чтобы узнать, с какого IP-шника сидит пользователь, кому отправили данный файл, ну то есть жертва. Также, как можно заметить, что создается процесс regsam в NetFramework. Как мы можем заметить, данный файл был создан только что. После этого завершается процесс вот этого действия, и все, система ждет, что дальше происходит. К сожалению, я слишком поздно спохватился для записи данного ролика и проверки, потому что на момент, когда мне ЕВГ написал, у меня были экзамены. Поэтому мы до конца не уверены, это стилер, либо ратник. Возможно так, что при запуске данного файла доступ к нашему компьютеру мог прийти мошенникам. Что, кстати, подтверждает то, что программка не заканчивает свои действия. Обычно они сразу заканчивают. Есть такой сервис AnyRun, он намного лучше сейчас покажет, что делает данная программка. Я нашел оригинальный файл, если его запустить, и как мы видим, ничего странного. 0 из 100 антивирусных процентов в данной программе. После запуска данной программки мы видим, что пошли сразу вот они. Договор об оказании рекламных услуг. Появляется CMD-шка, где прописывается IP-config. И самое интересное, regsam заменяется. Он выполняет те же самые функции, что и оригинальный файл, но зачем-то он пытается подключиться к этому IP-шнику. Как мы видим, вот, смотрите, regsam, он зачем-то пытается в Германию подключиться. К сожалению, вовремя данную проверочку я не успел записать, поэтому в полной мере мы не можем показать, что делала данная программка. Единственное, что видно, что есть провайдер Hettenzer Online. Мы написали этому провайдеру, попросили заблокировать данный IP-шник, с помощью которого пытаются обманывать. Надеюсь, это как-то сработает. Также мой помощник любезно решил сделать DDoS-атаку на данный IP-шник, чтобы данные мошенники больше никого не смогли развести. Ну и как можно увидеть, что никаких данных мы не отправляли, мы не получали с данного IP-шника, а это значит, что больше этот сервер не работает, и мошенники таким способом не смогли у нас украсть данные. Надеюсь, ЕВГ к нам в следующий раз тоже обратится. Мы обязательно постараемся как можно быстрее все проверить, сделать и еще интереснее разобрать следующие вирусы. Но от себя я вам хочу пожелать хороших антивирусников. Мои подписчики знают, что лучшие антивирусники — это голова. Потому что если вы не будете скачивать все подряд с интернета, вам даже не понадобится антивирусник. Всем удачи и пока! Такие вот дела. Удаленный доступ, да, он реально может навредить твоему компьютеру и вытащить из него вообще все, что только можно. Это опасная штука. Но я уже давно не слышал о том, чтобы какого-то блогера взломали.
Если вы слышали, то вы напишите. Ну, мне кажется, все-таки давно никого не взламывали, да, потому что люди уже умнеют. Мы тоже снимаем ролики, чтобы вы не попадались на уловки. Все стали внимательны, никто уже на такое не ведется, а с камеры, ну, они как были тупыми, так такими и остались. Жалкие микрочелики, которые ничего не умеют, знаешь, нашли какую-то там старую схемку в инете и пытаются что-то с ней заработать. А придумать что-то свое и новое, так им IQ двузначный не дает.